during the era when Spurgeon came there. Хотел бы немного рассказать вам о Лондоне, что из себя вообще представлял этот город в то время, когда там появился Сперджен. If you've ever read any novels by Charles Dickens, you have an idea of what Victorian London was like. Если вы когда-нибудь читали романы Чарльза Диккенса, то вы представляете, что из себя представлял Лондон. Dickens was a contemporary of Spurgeon's. Диккенс был современником Сперджена. And one of the things I looked for when I visited Spurgeon's library in Kansas City was I wanted to see if he had any fiction or secular books. И одним из таких интересных для меня моментов в том, когда я посетил библиотеку Сперджена в Канзас-Сити, мне было очень интересно увидеть, есть ли там какие-то книги нехристианского толка, какие-то романы и так далее. He didn't have much, but he did have a complete first edition set of Dickens works. Их было там совсем немного, и одним из самых таких значительных моих того, что я там нашел, это были романы Диккенса. The books were in perfect condition. I couldn't tell if he'd even read them. Книги были в совершенном состоянии, поэтому я не знаю, читал ли он их вообще. But Spurgeon's London was Dickens' London. Но Лондон, в котором жил Сперджен, это тот Лондон, который описывает Чарльз Диккенс. There were large areas that were seriously depressed, slums. Там буквально были огромные территории, в которых жили люди, и которые сегодня мы назвали бы трущобами. One estimate said there were 3,000 children under age 14 who were homeless, without parents, who just lived as thieves. И по некоторым подсчетам было около 3000 детей в возрасте до 14 лет, которые были бездомными, у которых не было родителей, которые выживали только за счет воровства. There were 20,000 who were 15 years old or older, who were unemployed and mostly drunk. Было 20 тысяч человек, которым было от 15 и старше, у которых не было работы, и которые проводили большую часть времени за бутылкой. The vast majority of Londoners grew up without any education. Большая часть лондонцев не имела никаких способов к образованию. So Spurgeon was glad to have a ministry to these working people and even homeless people. Поэтому Сперджен старался как можно больше послужить этим работящим людям и также бездомным. London gave him great opportunities to proclaim the gospel to the people who needed it the most. И Лондон, с точки зрения Сперджена, дал ему великолепную возможность проповедовать Евангелие тем людям, которые нуждались в Евангелии больше всего. Now I left off telling his story right after his first visit to the New Park Street Church. Итак, мы закончили с вами историю из его жизни на первом визите в New Park Street Church. They had had many guest speakers during the years that they had no pastor. В то время, когда не было пастора в этой церкви, они приглашали многих гостей. Not one of these guest speakers had ever been asked back a second time. Ни одного из этих гостей они не пригласили во второй раз. But after Spurgeon spoke there the first time, they invited him back 3 times in the following January alone. Но после проповеди Сперджена они пригласили его трижды туда, лишь в одном месяце, в этом январе 3, то есть целый месяц он возвращался. He was there the first, the third, and the fifth Sunday in January. Получается, он был там первое воскресенье, потом не был там на одной неделе, и потом еще 2 недели был. And by that third January, by that third weekend in January, the deacons offered him a 6-month trial period. И на третье воскресенье диаконы пригласили его на 6-месячный испытательный срок. With a view to calling him to be their full-time pastor. По истечении которого он должен был стать их пастором. He had been tentative about this opportunity from the very beginning. И, как я уже сказал, он не слишком был рад этой возможности от самого начала. When he wrote to his father, he implied that the prospects of his being called there didn't seem very great. И когда он писал своему отцу, он говорил о том, что он думает, что вероятнее всего он там не задержится. And as he talked to the deacons about going there, he had tried to discourage them from thinking about calling him. И поэтому постоянно в своих беседах с диаконами он пытался разубедить их в том, чтобы они пригласили его. And when they offered him this 6-month period of trial, he wrote back and declined. Когда они предложили ему этот 6-месячный срок, он ответил в письме
отказом. Because he said he thought 6 months was too long. Потому что он сказал, что 6 месяцев это слишком долго. And he proposed that they give him a 3-month trial instead. Он сказал, предложите мне 3-месячный испытательный срок. He said he was afraid they would decide before 3 months was up that they didn't want him. Он боялся, что прежде чем пройдет 3 месяца, они решат, что он им не нужен. And he didn't want them to be stuck with him for 6 months. И он не хотел, то есть он думал, что вы раньше, чем через 3 месяца вы поймете, что я вам не нужен, поэтому зачем вам давать такие обязательства мне на 6 месяцев? So he did this to be as fair as possible to the Поэтому church. он хотел сделать таким образом, одолжение церкви. One of the earliest presents the deacons gave him was a box of white handkerchiefs. И самым первым подарком, который подарили ему диаконы, это была коробка с белыми платками. Nobody liked that blue handkerchief with the polka dots. Они хотели, чтобы он избавился как можно скорее от этого голубого синего платка в белую крапинку. Now, even though they agreed to the 3-month trial period, И несмотря на то, что они согласились на этот испытательный срок из 3 месяцев, the deacons of the church ultimately cut it short. Диаконы церкви еще больше уменьшили его в конце концов. Because they felt they didn't need 3 months to evaluate Spurgeon. Потому что они посчитали, что им не нужно целые 3 месяца для того, чтобы оценить Сперджена. And after just over 2 months had passed, they extended a call for him to become their full-time pastor. И после 2 месяцев они пригласили его на пасторское служение в свою церковь. He wrote and said, "There's only one answer I can give to your invitation. Сперджен ответил и сказал, есть только один ответ, который я могу дать вам. I accept it." Я принимаю. And then he asked for their prayers. И он попросил их молиться. He said, "Remember my youth and my inexperience." Помните о том, что я еще молод и неопытен. And he said, I want you to pray with me that these will not hinder my youthfulness. Молитесь о том, чтобы это не препятствовало моему служению. Spurgeon was not immediately well received by the rest of the churches in London. И Сперджена не очень хорошо приняли остальные церкви в Лондоне. There were other pastors in the area who immediately began to criticize him. Были другие пасторы в Лондоне, которые далеко от этой церкви, которые начали критиковать его. They thought he was too young. Они думали, что он слишком They молод. didn't appreciate his straightforward language. Им не нравилось то, как он прямо говорит. They resented the fact that he had no seminary education. Им не нравилось то, что он не учился в семинарии. But the people of the church immediately warmed up to him. Но прихожане церкви сразу же полюбили его. I want to read you some more statistics or random facts about Spurgeon. Хотел бы еще предложить вам несколько случайных фактов о Сперджене, интересных фактов. When he arrived there at the New Park Street Church in 1854, the congregation had 232 members. Когда он в 1854 году приехал в церковь New Park Street Church, там было 232 члена. When death ended his pastorate 38 years later, that number had increased to 5,311. Когда how many years later? 38. Через 38 лет спустя, когда Сперджен умер, собрание насчитывало более 5000 членов. But over all of those years combined, 14,000 people were added to the church. Но за все эти годы, за эти 38 лет, в церковь пришло 14 тысяч человек, или лучше сказать, прошло через церковь. Понимаете? It was by far the largest independent congregation in the world. Это было самое большое независимое собрание в мире. In 1865, 10 years after the sermons began to be published, they were selling 25,000 copies a week. В 1865 году, когда начали издаваться его проповеди, продавалось около 25 тысяч копий в неделю. And even in Spurgeon's lifetime, those sermons were being translated into 20 languages. И даже когда Сперджен еще был жив, его проповеди уже перевели на 20 языков. For a long time, the sermons would be sent by wire to New York so that they could be published in American newspapers the day after they were preached. Долгое время его проповеди передавали телеграфом в Нью-Йорк для того, чтобы опубликовать на следующий день после того, как он проповедовал. During his lifetime,
Spurgeon is estimated to have preached in person to 10 million people. И по статистике предполагается, что за всю свою жизнь Сперджен лично проповедовал около 10 миллионам людей. I mentioned how quick thinking he was. И мы уже говорили с вами о том, насколько острый ум был у этого человека. He said he was once aware of 8 different sets of thoughts that were going through his mind at the same time while he was preaching. Он говорил, что иногда, когда он проповедовал, он ловил себя на том, хотел сказать, ловил себя на мысли, но на самом деле он ловил себя на том, что у него в голове было 8 мыслей одновременно. Most of us can count only maybe 2 or 3 thoughts that go through our mind. У большинства из нас одновременно через наш ум проходит, может быть, 2-3 мысли. And I'm thinking, while he's counting those 8, there's at least that 9th strain of thought going, because he's counting. И, я думаю, что если он считал, что у него было 8 мыслей, то 9-й мыслью было то, что он считал. So his was an amazingly complex and efficient mind. Поэтому его разум был удивительно сложным и эффективным. At one point I mentioned Spurgeon spoke to 20,000 people. Я упоминал уже о том, что однажды Сперджен выступал перед аудиторией в 20 тысяч. This occurred because, well, let me back up. This was at a secular service. Это было на внецерковном собрании. It was called by the Queen. Этот митинг, эту встречу созвала королева. To commemorate a military disaster that had occurred to the English army in India. И это было посвящено военной неудаче, которую британская армия потерпела в Индии. There had been a rebellion and hundreds of English soldiers had been killed. Вследствие военного столкновения сотни английских солдат погибли. And if you know the history of England's reign in India, you understand that England was partly to blame for the circumstances that led to that rebellion. И если вы знаете немного истории, знаете о том, как именно истории того, как Англия правила Индией, то в принципе были некоторые факторы, в которых Британия была сама виновата в том, что было это восстание в Индии, в результате которого погибло так много людей. And so the Queen and Parliament called it a day of fasting and repentance. Поэтому вследствие этого королева и парламент назначили день поста и покаяния. And they asked Spurgeon to come and be the speaker. И они попросили, чтобы Сперджен выступил на этом дне. It was held at the Crystal Palace. Эта встреча проводилась в замке, который называется Crystal Palace, Хрустальный дворец. Crystal Palace was a massive steel and glass building that had been built on the outskirts of London. И этот Хрустальный дворец был построен, он состоял из стекла и стали. Это огромное здание, которое было построено на отшибе Лондона. In fact, it was the site where Spurgeon proposed to his wife. Возле него Сперджен сделал предложение своей жене. It was within walking distance of his final home. Это место было очень близко к его дому, где он жил, в конце концов, последнему дому. But he only preached there on this one occasion. Но он проповедовал там лишь один раз. Because it was a massive glass building with very bad acoustics. Потому что это было огромное стеклянное здание, в котором была очень плохая акустика. And so they were setting up the structure for this audience that was anticipated, 20,000 people. И поэтому, когда они готовились ко встрече, там где было 20 тысяч человек, there was no electronic amplification in those days. в то время не было микрофонов, динамиков. And so the way they would project the speaker's voice would be to hang a large board over his head. И поэтому нужно было каким-то образом спроектировать голос говорящего. И поэтому они вешали огромную доску над его головой. It was called a sounding board, and it was angled towards the audience. Эти доски назывались звуковыми досками, и они были направлены к аудитории. And the speaker's voice would reflect off that and be projected forward. И поэтому они надеялись, что голос говорящего будет отражаться от этих досок и проектироваться вперед. Spurgeon wanted to test the acoustics. Сперджен захотел протестировать акустику. So he went there and stood in the speaker's spot. While there were workmen all over the building setting up for the event the next day. Значит, он пошел в этот хрустальный дворец, встал
на то место, где должен был быть спикер, и в то время как рабочие приготовляли все для этого следующего дня. And in order to test the acoustics, he said one sentence. И для того, чтобы протестировать акустику, он сказал одно предложение. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. There was a workman in the rafters who heard it. И один из людей, которые работали у потолка, в общем, была бригада, работала у потолка, и один услышал. He came under conviction of sin. И он почувствовал вину в своем грехе. He went home that evening and began to read the scriptures. Он вернулся домой в тот вечер и начал читать Писание. And he was converted. И он обратился ко Христу. And several years later, he sought Spurgeon out and he told him of this event. И через несколько лет он встретился со Спердженом и рассказал ему об этом случае. He said, "Do you remember the time you were testing the acoustics and you came in there and you just said one sentence?" Он говорит, вы помните, когда вы там пробовали акустику, вы сказали одно предложение. And Spurgeon said, "Yes, I remember the sentence. Behold the Lamb of God." И Сперджен сказал, да, я сказал, вот Агнец Божий. And this guy said, "I was up in the rafters and I was converted because И of этот that." человек сказал, я работал возле потолка и услышал его и обратился ко Христу. I should mention more about Spurgeon's wife. Следует, наверное, несколько слов сказать о жене Сперджена. She was a year or two younger than Spurgeon. Она была на год или два младше его. So she was about 18 years old when he first spoke that first trial sermon at the New Park Street Church. Поэтому в первый раз, когда он приехал в New Park Street Church, ей было около 18 лет. She said years later she was totally unimpressed. Она сказала, как я уже говорил много лет спустя, что Сперджен ее не впечатлил. Her attention was captivated by that blue handkerchief. Что она не могла отвести своих глаз от этого синего платка. But the longer she sat under his teaching, the more she became interested in the gospel, and she was ultimately converted. Но чем больше она слушала его проповеди, тем больше она заинтересовалась Евангелием и в конце концов обратилась ко Христу. Spurgeon courted her and married her the first year he was there at the church. И Сперджен встречался с ней и обручился с ней в первый год своего пребывания в этой церкви. They were married in January, the first year after he'd been 1 year after he'd been called there to И be pastor. следующим январем, ровно через год после того, как он проповедовал там первую проповедь, они поженились. They had twin boys in September later of that year. Следующим сентябрем у них родились мальчики-близнецы. And there was some kind of medical complications when the twins were born. И когда эти близнецы родились, возникло какое-то медицинское осложнение. A surgeon tried to correct whatever the problem was. Хирург попытался исправить эту проблему, But it left Mrs. Spurgeon an invalid for the rest of her life. но это сделало миссис Сперджен инвалидом на всю ее оставшуюся жизнь. So she was essentially homebound for the remainder of her life. Поэтому фактически до конца своей жизни она не могла покидать дома. She very rarely came to hear Spurgeon preach. Она очень редко имела возможность слушать проповеди Сперджена. But she labored for the Lord behind the scenes. Но она трудилась, по-прежнему продолжала трудиться ради Господа. She had a special ministry distributing Spurgeon's books worldwide. У нее было служение распространения книг Сперджена по всему миру. There was what was called Mrs. Spurgeon's Book Fund. Ее служение называлось, ей дали такое прозвище, книжный фонд миссис Сперджен. People would donate to the fund. Люди вносили свои пожертвования в этот фонд. She would buy books. Она покупала книги. And she sent them free to pastors all around the world. И распространяла их бесплатно для пасторов во всем мире. She manually autographed each one individually. Она каждую из них подписывала. And a lot of those books are still out. И многие из этих книг еще существуют. I get a letter just about every month from somebody who has found a copy of one of Mrs. Spurgeon's books. И я, наверное, раз в месяц получаю письмо от человека, который заявляет о том, что он нашел одну из книг миссис Сперджен. And they know this because her autograph is in there. Ну, откуда они это знают? Потому что, как я уже сказал, она лично своей рукой подписывала каждую из них. And they always want to know if it's worth anything. И они всегда у меня спрашивают: Фил, как ты думаешь, можно ее продать? And I think she sent out so many books, and there's so many of those that I doubt that they're worth very Но much. я говорю, что, к сожалению, Бог благословил служение миссис Сперджен, и она так много книг разослала, что они ничего не стоят сегодня. Her name was Susanna. Ее звали Сюзанна. She signed her name Susie. Она любила имя Сьюзи. That was Spurgeon's nickname for her. Так ее назвал Сперджен. Her nickname for him was Tirshatha.
Она называла его Тиршата, which is I think a Babylonian word that means potentate or great ruler. Это вавилонское слово, которое означает великий правитель или сильный. Yeah, so it was a Persian name, and it means your excellency. Это персидское имя, которое значит ваше величество. Let's see, she survived Spurgeon. After he died, she and Spurgeon's secretary, Mr. Harold from the picture there, assembled an autobiography of Spurgeon. Она, Сперджен умер первым, и поэтому она вместе с его секретарем, чью фотографию я вам уже показывал, написали биографию Сперджена. It's one of the most interesting biographies of Spurgeon. И это одна из самых интересных биографий Сперджена. But it's really more like a scrapbook of anecdotes and events and pictures from his life. Но она больше похожа на собрание анекдотов, событий из его жизни. It's worth reading if you can find a copy of it. И если, I don't know if it's translated. я не знаю, переведена она на русский язык, но ее достаточно интересно читать, эту книгу. Let me think. One of Spurgeon's other best known works is his Treasury of David. Одна из самых известных книг Сперджена – это «Сокровищница Давида». It's an extensive commentary on the book of Psalms. Это подробный комментарий на книгу Псалмов. And it's not just Spurgeon's И commentary. это не только комментарии Сперджена. He read and digested hundreds of commentaries on Psalms. Сперджен прочитал около 100 комментариев на книгу Псалтырь. And he gleaned the best quotations on each psalm and he put them in his book. И он выбрал самые лучшие цитаты, которые ему нравились, и включил их в эту книгу. If you have only one set of commentaries on the Psalms, that's the one to have. И поэтому, если вы можете позволить себе лишь один комментарий на книгу Псалтырь, то это должен быть он. It has been translated into Russian. И он переведен на русский язык. It took him 20 years to produce that. Около 20 лет он трудился над этой книгой. And if you've ever read it, you'll understand why. It's a very detailed commentary, verse by verse, on every one of the Psalms. И если вы когда-нибудь встречались с этой книгой, то вы поймете, потому что это достаточно детальный подробный комментарий на книгу Псалтырь. Now, before Spurgeon had been in London for even a year, they outgrew the facility of the new Park Street pulpit. Итак, прежде чем первый год служения Сперджена закончился в New Park Street Church, эта церковь уже не могла вмещать всех желающих. And so the decision was made to build a new facility. И поэтому они решили построить новое здание. They bought a plot of land probably about 4 or 5 miles away from where the church was located. Они купили участок земли, который находился на расстоянии 4-5 миль от того места, где находилась церковь. It's a wonderful location. To this day, it's one of the busiest intersections in London. И это было прекрасным местом, потому что даже до сегодня это один из самых занятых перекрестков Лондона. And while the new building was underway, the congregation had to meet at different places. И пока шло строительство нового здания, церковь встречалась в разных местах. The first place they met was Exeter Hall. Первое место, где они встречались, называлось Exeter Hall. I'll talk more about Exeter Hall tomorrow. Немного завтра я упомяну Exeter Hall. It was the place that was on that last picture. Is this still on? Yes, I think so. Можно включить. Oh yeah, all right. Anyway, on the last time I showed pictures. На последнем слайде, который я показывал, There you go. This would seat 5,000 people. там могло поместиться 5000 человек. But you could tell from just looking at the structure with the high ceiling and the big organ, the acoustics in there were terrible. Но вы можете увидеть здесь, что из-за высокого потолка акустика была ужасной в этом здании. It put quite a strain on Spurgeon's voice to be heard in this place. И Сперджен очень сильно напрягал свой голос для того, чтобы его услышали. But he was one of the few preachers who could be heard here. Но он был одним из единственных проповедников, которого можно было еще услышать. You see from the picture that
there are people are sitting in the choir loft up on the platform. Вы видите, что много людей сидит как бы на местах хора. It's not a choir. Those are actual members of the congregation. This is overflow seating. Это не хор, это просто люди, которые не могли поместиться в зале. They filled this building almost from the very start. И это здание было заполненным сразу же практически от начала. And it turned out there was no auditorium in England big enough to house everyone who wanted to hear Spurgeon. И оказалось, что в Англии нету зала, который бы мог вместить всех желающих услышать Сперджена. No matter where he went, the place filled up. Вне зависимости от того, куда он ходил, любой зал был переполнен. And so, during his second year in London, the decision was made to go to a different place called the Surrey Gardens Music Hall. И во второй год его пребывания в Лондоне они решили попробовать новое здание, которое называлось Music Hall City Gardens. This was a large facility that had been built mainly for musical shows and orchestra concerts. It would seat about 10,000. Из названия вы можете понять о том, что это место было предназначено в первую очередь для музыкальных концертов. И поэтому туда могло поместиться около 10 тысяч человек. It was a great stone structure in the middle of Surrey Gardens, which was a park. Это была огромная каменная структура посреди садов City Gardens. And one of the biggest disasters of Spurgeon's life happened the first time he preached there. И одна из самых больших трагедий в жизни Сперджена произошла в первый раз, когда он проповедовал там. There had been quite a bit of fanfare when the congregation decided to move from Exeter Hall to the Surrey Gardens Music Hall. Когда собрание решило переехать из Exeter Hall в City Gardens, очень много было как бы фурора по этому поводу. Because Exeter Hall was the largest hall evangelicals usually could fill. Потому что Exeter Hall это был самый большой зал, который мог быть переполнен евангельским собранием. Spurgeon was still a young man, and it was amazing and remarkable that a young man like him could fill an auditorium of 10,000. И Сперджен был еще молодым человеком, и поэтому люди удивлялись, что так много людей приходили послушать его. But as I said, he had lots of critics. Но помните, я упомянул о том, что было много критиков. And before the congregation ever moved there were critics saying, he's just doing this out of pride. И многие люди начали говорить о том, что Сперджен, как бы служение Сперджена направлено для того, чтобы как бы он умножал свою гордость. And these critics were relentless. И критика была достаточно жестокой. But the deacons of the church were determined to meet in a place that was suitable for preaching and large enough to hold the audience. И поэтому они говорили, что Сперджен просто хочет набить аудиторию как можно больше людей, чтобы показаться этими цифрами. Но диаконы церкви как бы постоянно утверждали о том, что нет, нам нужно большее здание, чтобы мы могли вместить больше людей. And as it turned out, even Surrey Gardens Music Hall wasn't big enough. И как оказалось, даже City Gardens Music Hall был слишком маленьким. On that first Sunday, they had to turn people away. В первое воскресенье пришлось опоздавших людей не впускать. And when it was time for the service to begin, the place was packed and there was standing room only. И когда началось служение, то не было свободного места. Unknown to anyone, some mischief makers had come. Но, к сожалению, туда пробрались люди, которые хотели сделать что-то нехорошее. And as Spurgeon began to make his opening prayer, И поэтому, когда Сперджен начал молиться в начале собрания, these mischief makers began to scream, "Fire! Fire! The galleries are falling!" эти люди закричали «Пожар! Пожар!». And it caused a stampede. И вы можете представить себе, какое столпотворение произошло. And in the stampede, a number of people were killed. I think it was about 11 people died. И если не ошибаюсь, около 11 человек погибло в этой толпе. Now, Spurgeon was aware that there was a disruption. Сперджен понял, что что-то происходит. He was able to get the audience calmed down. Он смог успокоить аудиторию. He didn't know people had been killed.